Всем привет! Меня зовут Ольга. Сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов нанесения венецианской штукатурки. Но не в ее классическом виде, как под мрамор, под камень и так далее, а просто один из способов, один из легких, красивых, недорогих способов нанесения венецианки. Первый слой мы возьмем колерованную венецианку. Сейчас, минуточку. То есть мы ее возьмем цветом потемнее. Первый слой будет потемнее, второй слой посветлее. И первый слой мы просто наносим тоненький. То есть особо не нужно измудряться, там что-то выводить и выравнивать. Вам нужен просто тоненький слой венецианки. Способ, кстати, подходящий как для самостоятельного нанесения, так и специалистами. То есть кому как удобно, он несложный достаточно. Сразу же прорабатываем углы, то есть слой мы наносим, как будто бы мы шпаклюем. Вот что нам нужно. Подсохла у нас наша венецианка, первый слой. Если есть какие-то дефекты, которые вас раздражают, вы можете взять шкурочку и подшлифовать. То есть вот таким образом какие-то переходики, наплывы. Вы можете подшлифовать. Дальше, что нам нужно? Второй слой венецианки мы делаем посветлее. Можно немножко, чуть-чуть поменять оттенок. Но сильно кардинально цвет не должен отличаться. Это будет прямо рябисто. То есть, например, нижний был красный, а сверху вы делаете зеленый. Все равно, мне кажется, что в данном случае они примерно должны быть похожи. Также накладываем слой тоненький поверх. Видите, он посветлее у нас. Накладываем слой венецианки. Далее берем вот такой аппликатор, он у меня уже бывавший, видите какой. И проводим аппликатором, вот. Видите, как получается? Эффект дерева. То есть можно сделать эффект доски. То есть направление задать любое, можно вот горизонтальное, вертикальное, кому как хочется. Если у вас, предположим, стена, то вы делаете это, как обычно мы делаем декоративку, кусками такими рваными. Нанесли кусок, продолжаем, нанесли, продолжаем. Соединяемся так же, как и любые другие декоративки. То есть нанесли, дальше нам нужно идти. Мы немножко рисунок не доделываем до края. Видите, остается сырой край. Вот мы немножко не доводим рисунок до края и продолжаем тоненький слой. В этом эффекте самое хорошее это то, что дефекты не видны. То есть, ну, есть там дефекты и есть, они не видны. То есть мы имитируем доску в какой-то степени. Нанесли и продолжаем. Видите как? И не видно даже ни перехода, ничего. Можно менять направление справа налево, слева направо, как вам хочется. Как вам хочется, так вы и делаете. И экспериментируйте. Ждем высыхания и доработаем ее. Ну, я думаю, также полчасика-часик. Высох у нас второй слой, вот так вот он получился. Теперь что мы можем сделать? У нас вот здесь есть такие подсохшие края, да, которые не очень приятные на ощупь. Мы берем кельму и начинаем тихонечко ее полировать. Одновременно мы уберем подсохшие краешки и заполируем верхушечки вот эти, да, чтобы они поблескивали. Венецианка же у нас блестит. Вот если вы хотите, чтобы сбоку, когда смотрите, вот вы заходите в квартиру, и у вас такая стена, и вот эти верхушечки, они блестят. Вот можно заполировать. Вот эту полировку вы можете осуществлять, когда венецианка еще не до конца подсохла. Можно и подождать, конечно, что она полностью высохла.
Сейчас она у меня еще не до конца подсохла, и у меня вот такой эффект получается, немножко темнеет, видите? Оп. Такой вот эффект дерева. Легкий, недорогой. Приобрести его можно у нас. Заказать мы вам укомплектуем, заколируем, выдадим или отправим. Материал в наличии. Приходите, заказывайте, пишите, звоните. Так, сейчас минутку, я проверю. Ну, в принципе, да, поблескивает уже. Так, сейчас. Вот как бы это вам показать, чтобы вы видели. Угу. Вот такой вот эффект. Готовый вариант. Далее мы вам снимем его со всех ракурсов, чтобы вы могли посмотреть повнимательнее, присмотреться. Стоимость материала ориентировочно 200 рублей за квадратный метр. Это венецианская штукатурка в колерованном виде. Заказывайте, спрашивайте, мы всем ответим. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал. Все наши контакты, они в описании, там есть ссылки, переходите, смотрите, обращайтесь. Всем пока!